Частенько наши мечты связаны с детством. Нам хочется вернуться в те места, где мы были беззаботны и счастливы, и устав от городской суеты, мы попадаем в совершенно иное пространство, где царит умиротворение и гармония. И это место мы называем деревня. И именно сюда нам хочется вернуться, осесть, забыться и отойти от суеты. Моя деревня была раньше тут, где стоит наш дом. Но с развитием цивилизации ощущение настоящей деревни не осталось. Желание вернуться в эту атмосферу часто присутствовало во мне. А еще деревня — это бескрайние леса и поля, и воздух, каким не надышаться. Даже труд кажется спокойным и размеренным, без спешки и суеты. В деревне по-настоящему отдыхаешь душой. Наша маленькая история о домике в деревне началась еще зимой, когда поступило предложение о приобретении земельного участка. Это был соседний участок, граничащий с участком бабушки моего мужа. И поэтому это предложение, конечно же, было для нас очень важным, и мы не смогли от него отказаться. Именно об этом и пойдет речь в сегодняшней видеоистории. И, конечно же, я поделюсь, как мы провели прекрасное лето в деревне. В деревню первый раз в этом году мы приехали в апреле. Еще лежал снег, но нам очень хотелось посмотреть, в каком состоянии все постройки на участке, стоит ли вкладывать силы и средства в тот дом, который остался. После того, как мы его тщательно осмотрели, мы еще долгое время консультировались с теми людьми, которые являются специалистами по восстановлению подобных домов, и все прогнозы, к сожалению, были неутешительные. Из главных минусов это практически полное отсутствие фундамента, много бревен, несущих конструкций подгнило, поэтому дом полностью перекосило, и восстановление из-за этого может быть очень дорогостоящим и достаточно спорным. Мы можем просто не прийти к тому результату, который будет таким добротным и долговечным.
Конечно же, нам очень хотелось провести лето в своем личном уютном домике в деревне. И к середине июня на второй половине участка у нас появился свой личный небольшой летний домик. Даже такая небольшая постройка, которую нам привезли в готовом виде, только скрепили между собой две части, и то потребовало времени для того, чтобы сделать в нем проживание комфортным и уютным. Нам нужно было приобрести некоторые детали, предметы мебели, а также многое сделать своими руками. На соседнем участке есть скважина, но мой муж подключил в дом воду и даже повесил обогреватель, и у нас в домике наступил настоящий комфорт. Тот, который так недостает в деревне. Так как домик совсем небольшой, то и сложностью с размещением и каких-то спорных моментов абсолютно не было. Так как в ней только одна комната, в которой остановились мы с девочками, то это была наша спальня. Здесь установлены 3 кровати, и в самой этой комнатке 2 небольших окошка. Вырубкой самого участка мы не занимались и оставили практически все, что на нем было, за исключением того места, куда установили садовый домик. И поэтому в окна можно было увидеть все заросли этого места, и было ощущение, что ты находишься не на садовом участке, а в лесу. Так как вся отделка в домике деревянная, то и аромат в нем стоял невероятный. Мы не стали обрабатывать пока стены, у нас, к сожалению, не было на это времени, но покрыли пол бесцветным лаком, чтобы его легче было убирать. Любое пространство для того, чтобы чувствовать в нем себя уютно и комфортно, нуждается в определенных деталях. Как в мелких, так и в крупных. Например, стояла задача сделать в этом уголке кухню. Также, чтобы не ходить постоянно в холодильник в бабушкином доме, мы приобрели такой маленький миниатюрный холодильник, где хранили то, что быстро может испортиться. Посуду для домика я практически специально не приобретала. Что-то у меня было уже в запасах из дома, и какие-то небольшие кастрюли я могла только купить, а все остальное у меня уже было и лежало без надобности в нашем доме.
Деревня находится примерно в 200 километров от нашего дома. Здесь очень живописные места. Есть река Луга. До крупного города, такой как Кингисепп, можно доехать минут за 30. Это находится в Ленинградской области. И, конечно же, здесь много лесов, полей и разных рек и лесных озер. Здесь действительно очень удивительные живописные места. Здесь так легко почувствовать себя один на один с природой, той дикой природой, которой нам так часто недостает, если мы живем в городах, либо недалеко от крупных городов. Лето для нашего края в этом году было очень теплым. Мы много купались, гуляли, наслаждались этим теплым летним воздухом. И находясь в этих местах, ты понимаешь, как на самом деле мало нужно человеку для счастья. Приближение к цивилизации заставляет нас хотеть то, что на самом деле не является для нас важным. Мы тратим на это много времени и сил, а в итоге проживаем свою жизнь в гонке за тем, что на самом деле нам не нужно. Постепенно я наполняла домик уютными деталями, которые отправляли меня в мое детство. Я выбирала постельное белье, занавески. Мебели для хранения вещей у нас не было. На блошином рынке я нашла плетеный сундук, который красиво вписался в эту комнату. В этом сундуке я и хранила в основном основные наши летние вещи. После в старом доме мы нашли старый комод, который нужно было отреставрировать, и он бы заменил нам шкаф. Плюсы деревянных стен — это то, что ты без проблем можешь прикрепить любой крючок и туда повесить свои платья, шляпы, сумочки. И, в принципе, проблем с хранением может не возникнуть. Также мы решили, что небольшую ванну в этот домик мы все-таки приобретем, так как сполоснуть детей — это всегда очень удобно, не обязательно топить баню каждый раз, можно принять душ в какой-то жаркий день, и это действительно повышает уровень комфорта и пребывания на даче. Поначалу кухней служил обычный стол, что-то я оставила на пол. После муж сделал такую замечательную кухню, и получилась такая столешница из досок, которую мы покрыли специальной такой покрытие, после тоже лаком, и это стало очень удобно и, кстати, эстетично и красиво. Также в один из летних дней я сделала занавески, чтобы закрыть всю кухонную утварь, которая лежала внизу. Занавески я сделала из ткани хлопок в таком зеленом оттенке.
подшила их, и просто всё это делала на руках, а закрепила при помощи хлопкового шнура и саморезов. Когда работа с кухней была завершена, жизнь в домике вышла совершенно на новый уровень. Стало более уютно, удобно. Первое время у нас не было в домике воды, и мы пользовались рукомойником, но это время было совершенно небольшое. Потом уже муж сразу же подключил воду, и стало так удобно, потому что, конечно, с детьми удобнее, когда есть такие комфортные условия. Также мы приобрели полочки в ближайшем строительном магазине, сделали такие места для хранения. Я вообще поняла для себя, что когда вокруг меня много визуального шума, когда много разных деталей, мне трудно сосредоточиться. Поэтому самое важное для меня это убрать какие-то вещи, которые, в принципе, нужны в обиходе, но не так часто. Их лучше убирать с глаз вон, и тогда легче сосредоточиться на том деле, которое ты делаешь, и чувствуешь себя намного лучше, нежели все это лежит на виду. И наступало время, когда в лесу можно было найти много грибов и ягод. Сейчас уже осень, и, конечно же, всего этого еще больше стало. Но в те дни это было настоящим подарком, и когда мы находили такие дары в лесу, нужно было срочно что-то вкусное готовить. Мы много готовили из лисичек, и это было прекрасные летние дни.
Помимо такого замечательного расположения деревни, для меня огромным плюсом еще на участке является то, что здесь есть несколько огромных таких старинных деревьев. Например, вот это вот точно можно сказать вековая липа, которая цветет чудесными ароматными цветками, и я собрала их соцветия для чая и засушила. Так что летом, ой, то есть зимой я буду пить этот прекрасный чай и вспоминать те летние дни, которые мы проводили в деревне в этом году. Вспомнив о том, что на чердаке есть старый комод, мы пошлифовали его, покрыли краской, и он приобрел новую жизнь. Теперь он является важным составляющей нашего дома. Мы храним там все вещи, он как бы заменяет нам шкаф. И, конечно же, он красиво, уютно вписался в наш новый небольшой домик. Наша семья очень любит морские путешествия. Мы любим воду, всевозможные водоемы, и в хорошую погоду стараемся выехать в такие места. И в один из летних, теплых, даже можно сказать, жарких дней мы побывали в новом месте, в котором еще ни разу не были. Это, можно сказать, Балтийское море, где вода немного соленая, где такой морской воздух и вода, в которой можно купаться, прогрета. Ощущение, что ты находишься на море. Мы провели здесь много часов перед тем, как вернулись домой, но это было такое замечательное завершение летнего сезона, и мы благодарны этому лету за все те возможности, которые оно нам предоставило, то, что мы действительно наслаждались этим моментом, грелись на солнышке. И я надеюсь, что это лето также замечательно прошло и у вас. Буду рада вашим комментариям, как прошло ваше лето. И, конечно же, мы очень скоро встретимся с вами в новой видеоистории. Спасибо, что были со мной. И до скорой встречи!